Достар Салем, рад вас всех приветствовать. Мы сегодня начинаем новый формат. Это серия выпусков о дартсменах в городе Алматы в Казахстане. Хотим поближе познакомиться и такой небольшой полезный материал для новичков, кто хочет начать играть в дартс. Сегодня мы находимся в таком замечательном месте, как Гастрит. Здесь можно поиграть в дартс. Чуть позже у нас будет отдельный блок сегодняшней серии, когда мы будем разбирать разные упражнения и лайфхаки от нашего гостя. Сегодня у нас в гостях Алексей. Алексей, спасибо, что сегодня пришел. Очень рады. Алексей один из самых сильных игроков на сегодняшний день в лиге КОДЛ и АДЛ. Про эти лиги мы расскажем чуть позже. Очень сильный игрок, многие на него равняются. Сегодня мы рады узнать чуточку больше про Алексея, про его дартс-карьеру, а также какие-то дополнительные лайфхаки, которые помогают ему быть на вершине. Алексей, привет! Рад, что ты пришел. Да, Салям Елжан, спасибо, что позвали. Первый гость, почетно. Да. Мы поделили сегодняшнюю серию на несколько блоков. Хотелось бы немного узнать о тебе, рассказать нашим зрителям, слушателям историю того, с чего началась любовь к дартс. Может быть, это какая-то случайная встреча, может быть, кто-то познакомил. Очень интересно узнать, как получилось так, что ты остался в дартс, ну и до сегодняшнего дня. Почему и для чего продолжаешь играть? Да, ну, на самом деле, я как спортсмен со стажем, но вообще не про дартс. То есть с детства занимался плаванием, в университете там стоял на воротах в футболе, да, потом где-то карате там пару лет. Ну, потом окончательно переключился на регби. Ну, то есть вообще как бы виды спорта, ну, не про дартс, если мы не говорим про Гервина Прайса, который бывший регбист, да, а в дартс реально попал вообще случайно. Мне мой одногруппник по университету как-то просто позвонил, сказал: приходи, у нас будут соревнования. Ну как, везде, где только начинается развиваться дартс, народу-то не хватает, и поэтому все, кто в теме, звонят знакомым, привлекают, Массовка. собственно говоря, да. И вот он меня позвал, я пошел, ну, про дартс как, ну, знал, да, вот дротики кидать, мишени, окей. Но у меня так это, знаешь, вот к спорту я очень близок, и я легко во все втягиваюсь, во все игры, правила запоминаю. Ну, пришел на первый турнир, поиграл, ну, вышел там какой-то четвертьфинал, там и слился, конечно. Ну, пару легов забрал у серьезных игроков. Но потом, да, как-то понравилось и интересно. Тут не знаю, вот, за счет чего, то есть стрелковыми видами спорта, как бы это стрелковый вид спорта все-таки, Да. не увлекался, но тут как-то все близко, понятно. Каждый бросок — это поражение цели, и плюс правила такие. Ну, я еще близок к британским видам спорта, это все-таки где-то оттуда вышло. Ну и понеслась, да, соревнования, там хорошее общество, да. И дальше стал участвовать в турнирах, привел еще нескольких человек, которые стали лучше меня и продолжают развивать дартс у себя. Все знают Александра Белова, да, который Привет, программу передаем. сделал. Саня, Да-да-да. привет. То есть, да, фактически я его привел туда. И он, ну, вот на этом дарт существует. То есть это как пирамида, да, можно сказать. Да, такой нишовый вид спорта, который, тем самым за счет того, что он нишовый, людей меньше, но связи крепче, да, Я бы наверно? даже сказал, ну, нишовые, понятно, но это вот такие виды спорта, знаешь, культовые. То есть Мгм. они не очень популярные могут быть, но в рамках своего общества они прям такие. Да, вот так как-то получилось. Ну, реально случайно. Как ты говоришь, залетел случайно. А с того момента сколько, получается, всего времени прошло вот Игры. до текущего? Вот это всегда, я всегда говорю, там 6 лет, 8 лет. Сейчас, честно говоря, не помню. Наверное, уже лет 8, может быть. То есть давно было, что я уже не помню. Окей. Какие, может быть, были такие интересные истории, связанные с дартс? Ну, знаешь, я тебе как это спортивная, одна из этих спортивных историй у нас так, противостояние, скажем так. То есть я сам из России, с Дальнего Востока, близкий мы там к Китаю. И, соответственно, у нас соревнования основные, ну, как бы соперники, да, это были из Хабаровского края. То есть приезжали из Хабаровска, они чуть раньше начали это развивать, у них уже была там приличная федерация, и у них президент Александр Жалимов, ему тоже привет, если будет смотреть. И мы с ним встречались по ходу игр, да. Ну, Мгм. то есть первый раз мы, по-моему, сыграли, он меня выиграл, как бы, ну, я так новичок. А потом
я поехал, мимо проезжал, да, мы поехали в Приморье, это Владивосток, сторону Владивостока, Хабаровск, на день остановились в Хабаровске, там был турнир. Не, ну надо поучаствовать, это буквально. Я пришел туда, там огромный турнир, то есть там, когда группы, я потом начинал, по-моему, я не буду врать, либо 1,64, либо 1,32. Ну, О, то есть много. Ну, скорее да. всего, 1,32. Да, я в 1,32 там прошел, дальше прошел, и с Александром Жалевым мы встречаемся в 1,4. Ну, у И меня целый весь, путь пройден да, уже. и весь настрой такой, что да, я не выиграю. У меня там поезд скоро. Не, авторитетов нету, потому что я знаю, что у меня уровень слабенький такой, ну как, относительно, да. Ну и начинаем играть, ему хоп-хоп, что-то он, сначала он вроде выигрывал, потом я где-то перехватил, у него какие-то окончания не пошли, и в итоге я выигрываю, да. 3-2 или что-то он такой обиделся, он потом, говорит, расслабился, это. Ну, то есть такая первая победа. Потом он приезжает к нам в Благовещенск, и опять мы где-то встречаемся, и опять. Ну, то есть вот у нас такая, это, причем у него-то стаж, а у Больше. меня нету, да, и он прилетает, видимо, психологически где-то подсаживается, я его выигрываю. Общий счет у нас, по-моему, и 2-2, либо 2-1 в мою пользу, ну, скорее всего, 2-2 где-то. Но вот, знаешь, такой мастер спорта, кстати. Ага. То есть О, победитель чемпионата или Кубка России в парах он выиграл. И вот так запомнилось, да, что вот налетает на такого, когда не то, что не признающего авторитетов, но еще никого не боящегося, потому что ну, я свои силы знаю, как бы, а когда знаешь, что ну, ты не то, что силен, у тебя нету там за спиной никакой, это ты играешь просто на расслабоне. спокойно. Круто. Ну, вот такой случай, да, с дартсом. И я такой с медалью залетел на поезд, еле успел на дальше Владивосток, ну, медаль выиграл, все круто. Довольно. Ну, в полуфинале там слил откровенно, но финал уже и не входил, скажем так, по времени это Планы. не успевал. Но И самое интересное, что вот это, казалось бы, спортивное соперничество, оно не сколько там с точки зрения спорта, но и сколько дополнительное общение за счет этого появилось. Может, какая-то дружба, да, из этого. Ну, да, у нас, как бы Хабаровск, Благовещенск — это прям посиделки. Ну, я в них особо не участвовал, потому что я там залетел, улетел. Я к ним тоже ездил только так, это вот мимо, специально не приезжаю. Но они Мгм. всегда приезжали в Благовещенск, да, это вот прям ты уже в любом случае всех знаешь, как бы. Да, приятно просто поговорить. То есть это не матч с соперником, с врагом, да, это просто с товарищем, как бы, по цеху, скажем так. Да, И поэтому, да. Ну, это в это дартсе классно, что ты не встречаешься с тем, кого ты должен уничтожить. Это не бокс. Ты не в да-да-да. него кидаешь дротики, Да. вы просто соперники. Есть какой-то определенный период жизни, посвященный дартс, и, как и любой другой вид спорта, дартс что-то дает, что-то отнимает. Вот в твоем случае что это было? Знаешь, я начну с того, что отнимает это дырки в линолеуме. Да, Так, определенно. юмор, да, но когда начинаешь тренироваться, ты еще не думаешь, что они там отскакивают. Ты думаешь, потом ты думаешь, что да, всего пару раз отскочил, а потом, когда начинаешь приглядываться, яна. Да, да, да. Знакомо. То есть это, да, такая ситуация. А так, ну, для меня это в первую очередь, ну, наверное, связи сообщества, да, то есть расширение круга. Любой, на самом деле, вид спорта, особенно социальный, да, я так называю, ну и профессиональный, конечно, естественно, дает тебе сферу, но это все равно больше у нас, я бы сказал, социальный пока что. Мы там за деньги не играем, но он дает тебе общественные связи, тебе дает друзей, тебе расширяет твои контакты, в WhatsApp, Да. условно. И это в первую очередь, да. То есть соревновательный элемент, да. Мне дартс еще нравится за то, что это все-таки не просто поиграл и расслабился, это соревнование, да. Я каждую нашу встречу, да, превращаю в соревнование. Да, Ну, да, потому что да, просто так играть мне неинтересно. да. Допустим, есть люди, которым просто покидать прикольно. Но просто покидать это вот на вечером пиво попить, покидали там, попали, окей. Для меня важно тоже этот соревновательный момент все-таки. Но это мой бзик. Друзья, на нашем канале сейчас и скоро появятся новые ролики, посвященные обучению дартс. В этих роликах мы рассматриваем все основные моменты, через которые проходит новичок и которые для вас могут быть полезны. Также там мы рассматриваем более продвинутые темы, такие как дартс-математика. Это не что-то сложное, основные лайфхаки того, как правильно считать и закрываться в дартс в игре 501. Да, расскажи немного, вот у тебя условно есть 10 лет
стажа, и как ты видишь, как быстро происходил рост? Это все-таки какая-то кривая, когда вот не получается, не получается, не получается, и в какой-то момент выстреливаешь? Или все-таки это каждая тренировка дает что-то, и наоборот, получается новичку быстро прийти на какой-то уровень, а потом дальше уже рост замедляется? Ну, вообще это, если смотреть с научной точки зрения, да, всегда сначала идет быстрый рост, а потом происходит первый кризис, да, и про него там много написано, это first slump. Вот сразу скажу, у меня уровень как бы невысокий относительно, вот даже если смотреть в масштабах, ну, в масштабах Казахстана, окей, выше среднего, да. Ну, просто у нас, потому что все-таки небольшое сообщество. То есть даже в масштабах России, ну, это средний. Но, как говорят про дартистов, если вы будете стабильно закрываться там за 22-23 летика, вы выиграете больше, чем проиграете. Да? Это вот такой наш как бы уровень. Поэтому мой уровень, ну, я не считаю себя великим спортсменом, просто честно скажу. Но как это было? Э, Был сначала рост, естественно, когда ты приходишь, ты еще такой весь расхлябанный, ты не знаешь, как кидать, ты кидаешь по наитию. Ну, видимо, у меня все-таки как спортивная карьера, да, какая-то есть, у меня к спорту близок, и поэтому у меня начинает получаться. То есть я уже так это убрал там лишние движения, убрал все это, ну и пошло, в принципе, я до какого-то уровня, знаешь, ну вот уровень, по мне так 60, вот ровные 60, это нормальный уровень. Средний уровень, на котором вот уже ты можешь играть. То есть до такого я примерно дошел, наверное, года за 2, да. Ты доходишь года за 2, пока у тебя получается, тренируешься, у тебя там уровень растет, а потом наступает момент, когда все, уровень не растет. И в этот момент, да, вот этот на второй год, наверное, ну, ты, может, сам знаешь, ты начинаешь искать, ты начинаешь что то менять, ты пытаешься что-то поменять, чтобы получился быстрый, наверное, рост. Вот. Из-за этого начинает хуже получаться. И вот Мгм. всегда и показывает, что у тебя сначала рост, а потом вот это вот падение. И первый кризис, он самый сильный. То есть, когда ты начинаешь уже там научно подходить, что-то искать, и вот тут вот я тебе скажу, что, возможно, важно в какой-то момент отпустить. То есть у меня так произошло. Я играл, не получается, ну, что-то там выше-ниже, но уровень вот застыл. В какой-то момент ты просто расслабляешься и играем, как играем, все вот. И не то, что уровень вырос, но как бы я успокоился. И где-то он, скажем так, стабилизировался. То есть на самом деле, ну, вообще выглядит это все так, что у тебя там первый подъем, потом первый кризис, потом ты его переживаешь, у тебя еще выше подъем. Но у профессионального спортсмена так это выглядит. Когда выше, выше, выше. У нас, ну, честно скажу, у меня были пики, да, ну, какие-то пики, когда ты приезжаешь в соревнования, у тебя там, ты играешь с ботом, у тебя набор 70. Это вот после соревнований всегда так. Прикольно. Ну, это вот реально пик, да. Были у меня несколько, наверное, турниров, которые вот у нас в Амурской области был один турнир, где я там выиграл личку, выиграл Саню Белова, вот так вот это, выиграли бы командные соревнования. Это был пик, вот когда, ну, ты реально играешь выше 60, у тебя прям прет. Но в основном нет сильных падений, то есть я стабилизировался. Скажем так, я вот сейчас, как сейчас играю, я лет 6 назад, наверное, так же играл. Сейчас я меньше времени дартсу уделяю, у меня вот базовый уровень, скажем так, образовался. И, допустим, месяц восстановив тренировки, я дохожу до этого уровня. Чтобы выше подняться, надо больше времени уделять. Но и у многих так дартистов, на самом деле, вот даже наших, которые приходят к нам, то есть когда-то базовый уровень тебя вот образовался, ты хорошо играл, и если ты чуть потренируешься, вот ты до него дойдешь. Ну, какой у кого, ну, разный, да. То есть, Ну, тут ну, уже начинают играть какие-то там генетические, о, физиологические да, 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 особенности, которые увеличивают либо уменьшают там максимальный это потолок, да? привет Белову, да, это его теория, Ага. что если ты генетически предрасположен, у тебя будет лучший результат. Но с точки зрения науки, опять же, да, так и есть. Генетика дает тебе стартовый уровень, и ты при определенном уровне усилий, ты просто его рост будет выше. Если там генетики нет, ну, усилий больше надо и медленнее рост. Но Мгм. достичь определенного уровня может любой. То есть тут я вот однозначно говорю, что уровня даже 60 плюс можно достичь любому. Это вопрос постоянства. 80, да, возможно, это уже там 90, понятно, это уже там естественный отбор, да, там выходят единицы. Но 60 средний уровень, как бы это вот.
просто стабильность. Да. Предрасположенность есть, хорошо, у тебя так останется, быстрее будешь. Но в основном, да, вопрос тренировок. А давай теперь разберем вот такие популярные мифы касаемо дартс, далеко не убегая. Вот ты говорил, что нет как таковой большой цели там становиться спортсменом, и при этом понимаешь, что тот уровень, который есть, он далек для новичка. Ну, то есть в большинстве случаев можно выигрывать, но все равно, чтобы расти дальше, нужно там больше тренироваться и так Мгм, далее. мгм. И другой момент, с одной стороны, иногда, нет смысла там закапываться в эксперименты, а попытаться это все дело отпустить и играть, в удовольствие. И вот с этой точки зрения, если человек, например, он видит, что он играет средний там 60, а для него недостаточно, он хочет выше 70-80, вот этот этап стоит ли прожить или все таки ее пропустить? Ну, то есть, допустим, у этого человека тоже есть вот какой-то период, когда не получается, насколько это будет полезным отпустить какое-то время поиграть так, как у него все стабилизировалось, а потом уже вернуться к дополнительным поискам, чтобы увеличивать средний набор. Может быть, что-то менять, возможно, полезно, это просто для головы полезно, да? Но вот, да, психологически главное не сломаться в этот момент. Ну, вот реально. Как-то одна из проблем даже на высоком уровне, да, того же взять Вандерберга, да, Дмитрия, у которого сильные проблемы с психологией. Он же хорошо кидал, он когда-то прям подающий, но у него были проблемы с психологией. И здесь вопрос в том же, то есть ты кидаешь, потом вот ты дошел до уровня, да, а выше подняться не можешь, и тут можно сломаться, да. Ну, важно, да, можно поискать, но главное продолжать как бы кидать. Да, расслабиться важно. То есть ты должен как бы пережить все-таки это. Не то, что там забросить, ну, есть у нас выражение, но, правда, матерное, не буду его говорить, потому что дартс надоел, да, скажем так, скажу. Да-да. Но это очень часто, когда начинает не получаться, все так говорят, дартс всё. А, Тут, да, вот этот момент надо как-то перекидать, да. Искать вот удовольствие, наверно, просто от игры. Да, вот я вот в этом остановился. То есть искал, поменял хват. Вот единственное, наверно, что я поменял, наверное, хват вот я поменял. Не скажу, что стало лучше. Ну, для себя, поменял, окей. А вот все время кидаться из одной стороны в сторону, возможно, не будет толку, потому что ты ищешь быстрый результат, а быстрого результата ты не добьешься. То есть, а здесь, да, допинга никого нету, и быстрый результат в принципе невозможен. То есть это все равно постоянство. А постоянно уделять там дартсу час в день, ну, не каждый может себе позволить, на самом деле. Вот вообще, как я следил за некоторыми нашими парнями, которые и мастерами стали, ну, не так много, но есть, да. То есть быстрый прогресс был, и как они его добивались? Играли много. Мгм. Онлайн-турниры по ночам. Там вообще просто вся неделя расписана, все в дартс играют. Вот так и добиваются, да. То есть доходят до уровня, ну, 70. Ну, 70 это уровень 70, это сегодня ты играешь 70, завтра 85, послезавтра 50 можешь слить где-то. Но средний 70, да, это нормально. На уровне России это уровень чемпионата России. В принципе, ты можешь поехать с таким вот. Пройти дальше хотя бы там групповой этап или первые несколько Ну, раундов, по да? крайней мере, не проиграть в сухую, если ты психологически не сольешься. Это Да-да. уже Но при этом здесь, опять же, другой миф — это играть, играть, играть. Есть же 2 составляющие. Одна составляющая — это там вот в боевом режиме принимать участие на разных турнирах, а с другой стороны, например, дома часами тренироваться. да, Вот да, что да, да, имеется в да, виду это здесь? дома в трусах, это, конечно, всегда, ну, шутка у нас была, да, у дяди Вани, если дядя Ваня посмотрит, тоже привет. Мгм. Это, то есть, дома в трусах у меня уровень 100, да. Ага. Приходишь на турнир, ну, минус 10 это в любом случае, как по среднему. Но это психология, да, к этому, я тебе скажу так, у меня с психологией не очень. Ну, как Ну, бы, это чтобы не говорили. уточнение, да, небольшое. Имеется в Это виду спортивный настрой на игру, да? Ну, есть 2 момента. Во-первых, ты приходишь на турнир, у тебя, в принципе, из-за того, что это как соревнование, начинает, ну, типа, ответственность, не знаю за что, Мгм, мгм. на наш, но ручки начинают дрожать, да. И пока ты войдешь в это, ты можешь уже вылететь с турнира. Это Мгм, как бы мгм. проблема, да. А второй момент именно дома, когда ты играешь там условно с ботом, на тебя не давлеет, ты можешь и даблы спокойно кидать, все спокойно. А там, когда ответственность, решающий бросок, ну, даже, извините меня, в топы уже в дабл тебе могут не с первого подхода попасть. Да, да. Поэтому этот момент такой. То есть это и вот этот навык только в соревнованиях. Дома просто так кидая, ты его не получишь. То есть те люди, которые говорят: "Сейчас я потренируюсь, потом к вам приду, я еще не готов", а вы не будете готовы.
Ну, вот это вот 100 пудов надо играть с людьми, только тогда у тебя будет уровень выше. Мгм. Даже иногда онлайн не всегда твой показатель, да. По-моему, про кого? Ковач, да, по-моему, венгер. Мгм. У него, что он там король онлайна, он там чё-то закидывает вообще это, а потом приезжает на PDC и уже не то. И не то. Ну, Ага. просто потому что там вообще уровень давлеет другой. Поэтому да, играть с людьми, играть на соревнованиях — это классно. Это классно, но вы должны понимать, что у вас дома все получалось, тут у вас будет немножко не получаться. Вот такой момент. Нужно соблюдать такой баланс, да. То есть одно дело — это тренироваться дома, чтобы какой-то уровень сохранялся, но при этом для побед на основных там играх, да, турнирных играх, это все равно опыт нарабатывается. С одной стороны, там твоя тренировка дома, а с другой стороны, это боевая готовность, которая нарабатывается только на соревнованиях. Да, да, это как, собственно говоря, на самом деле в любом виде спорта, да, есть. То есть, когда ты работаешь, скажем так, у тебя физнагрузки, да, у тебя режим, вот это вот количество ты набираешь, 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 то есть ты тренируешься, 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 потом у тебя некие соревновательная часть, да, как игровая часть, как Мгм. вот даже в игровых видах спорта, да. То есть ты бегаешь, бегаешь, там технику, все это проходит, потом у вас одна тренировка игровая. Мгм. Здесь то же самое, то есть ты дома потренировался, у тебя количество набрал, ты приходишь на да не даже не соревнования, да, просто с друзьями покидать уже Мгм. вместе поиграть, и это уже вот твоя игровая часть, там уже немножко ты психологию, там немножко другой темп, и обязательно это должно быть. Потому что потом ты придешь на турнир, и ты окунешься в эту атмосферу, которой ты будешь не готов, если ты не будешь ходить и играть. Какой бы уровень на самом деле не был. Вот Понятно. это всегда так. Друзья, рад вам сообщить, что скоро у нас начинаются сезоны наших лиг. На текущий момент у нас 3 лиги. Это АДЛ, Алматинская дартс-лига, это КОДЛ, Казахстан онлайн дартс-лига. Это для всех желающих, которые хотят принять участие в лиге в онлайн-режиме. Ну и третья лига — это специальная лига, созданная для местных игроков Астаны, АСДЛ. Подключайтесь, отдельно в соцсетях будут анонсы, играйте, ждем вас. А что насчет, вот еще один миф — это в том, что для того, чтобы хорошо прогрессировать в дартс, нужен либо наставник, либо тренер, вот как в любых других видах спорта. Ну, например, в футболе это всегда тренер, да, если это профессиональный, даже любительский бокс, в том числе любой другой вид спорта, если взять, есть. В дартсе, допустим, наблюдая за профессиональными игроками, я ни разу не встречал, когда они ссылались как-то, да, на тренера, либо какого-то наставника. Есть у них агенты, которые помогают организовывать им вот рутину, да, и так далее, но именно с игровой, со спортивной точки зрения ни разу не слышал. И вот миф такой, насколько нужен тренер-наставник в дартс, или можно прогрессировать хорошо самому, там, наблюдая там за профессионалами? Не, ну, наблюдая за профессионалом, мы их смотрим только по... Если смотреть просто матчи, ты, конечно, не будешь, толку от этого будет немного, ну, только так мотивирующее, да, что-то. Нужен ли тренер? Знаете, есть много роликов, если вдруг встает вопрос, а правильно ли я кидаю, а что-то еще. Э, Можно посмотреть, база, потому что одна. М, База одна, и ты можешь посмотреть видео и так далее, и чего-то, что-то понять. Для чего нужен тренер? Ну, для многих тренер нужен, чтобы он тебя гонял. То есть не все самостоятельно могут заниматься. Ну, как даже вот в зале, да, ты просто в качалку ты ходишь сам, ты ходишь на расслабоне, приходит тренер, он тебе: делай вот это, отдыхай столько-то, делай вот это. Можно подготовиться самостоятельно, вопросов нет. В принципе, информации достаточно, всего достаточно. Но если ты, допустим, не знаю, не слаб психологически, ну вот сложно тебе мгм, самому, ну да, тебе может пригодиться тренер. Но чаще всего тренеры в дартс, ну как бы у нас такое, он советует, вот делай вот так-то, вот руку держи, локоть так, это вот базовые основы, знаешь, он тебе может, наверное, подсказать. Многие ролики снимают, ну как бы тренеры, которые помогают, подсказывают. Но в основном там как бы нет каких-то тайных знаний. Это скорее систематический подход и взгляд со стороны. Вот, ну, вот в чем плюс тренера, да, это он
Если он на тебя сбоку смотрит, чаще всего тренер онлайн, да, они говорят: пришлите свой бросок. Да, они присылают твой бросок, и тут какие-то маленькие штрихи, но на самом деле, ну, мы же знаем много случаев, когда мы смотрим, как кидают, как попало кидают, да. Да, и попадают. Ну, и Мгм. попадают, да, то есть взять и не заваливайтесь вперед, ну, взять робокросса, ну, на тебе туда вперед. Ну, Мгм. то есть это сейчас вот новое поколение, да, вот этих вот люков, которые вот они все по технике, да, и попадают как роботы, ну, вопросов нет. Но опять же, и все остальные раньше, и сейчас кидают, ну, по разная техника абсолютно. То есть база, есть и упражнения, есть как бы информация в "Ютубе". Тренер, ну, не обязательно. Но если вы только пришли, и у вас есть там возможность пообщаться с кем-то, вот как раз на первоначальном уровне, Мгм. кто быстрее вам скажет: "Так, стоять ровно, не заваливаться". Какие-то есть упражнения, когда вы еще не знаете что-то, да, может вам помочь. Мгм. Остальное — это вопрос вашего времени, которое вы готовы уделить. Ну, грубо говоря, есть в дартсе, как и в любом другом виде спорта, составляющая базы, и другой это индивидуальный такой стиль спортсмена, да, будь то там боевые искусства, будь то футбол Ну или дартс. да, да, в И целом. с тренером, получается, можно сэкономить время, нагнать быстро вот эту часть, стандартную базу, а все, что касается личных вот предпочтений, стиля, техники, это все нарабатывается временем. Да, Ну, играть, тренироваться, примерно практиковаться. так, знаете, вот как если не хотите разбираться сами, тренер вообще классно. Мгм, мгм, Да как везде, да. Почему, собственно говоря, детские это секции, да, нужен тренер? Потому мгм, что дети вообще не думают как. Они не погружаются сильно. Поэтому мгм. нужен тренер. И здесь то же самое. Если вы погрузились, ну, возможно, вам тренер и не нужен. То есть, когда вы сами там в теме, чего, как, все знаете, все просмотрели, на видео себя отсняли, знаете свои проблемы. Я вот свои проблемы, допустим, знаю, но у меня вот просто только времени я мало этому уделяю. Ну и все. Тут тренер — это скорее вот, тот человек, который будет вас гонять и за вами следить вот конкретный час, который вы с ним, допустим, встречаетесь. Ну, если вы такой вот тренер. Тренеры онлайн — это скорее, вам план тренировок накидать и технику посмотреть, да. А исправите вы или нет, ну, Это будете уже стараться. второй вопрос, да. Слышал несколько раз, есть Люк Литлер, молодое такое дарование в дартс, хороший результат, лучший, да, в мире на текущий момент. Несколько раз слышал, сколько времени он уделяет своим тренировкам. И вот, он говорит, что в день выделяет по полчаса, не больше, и ему этого достаточно, чтобы держать себя в форме. Это вот, наверное, как раз тот случай, когда человек дошел до вот желаемого себя уровня, и он поддерживает Слушай, его. мне кажется, врет. Да? Ну, вот мое мнение, что полчаса мало. Ну, вот, в принципе. С другой стороны, они, конечно, приезжая на турнир, особенно те, кто выигрывает, да, они кидают много. Но мне кажется, все-таки полчаса нет. То есть тот же Тейлор, ну, из того, что я помню, я могу где-то приврать, но у него была утром там тренировка, была работа физическая в зале, потом была Слышал, да. отдельная тренировка. Ну, то Мгм. есть даже на поддержание нужно больше. На любительском уровне, да. Ну, я тоже в свое время много погружался, читал где-то, ну, и вот Мгм. такое мнение, да. Вы можете каждый день по полчаса уделять, но у вас должна быть неделю хотя бы один раз большая тренировка. Ну, это так. Так же, как, на самом деле, ну, это же тоже вид спорта. Мы можем сравнивать с чем угодно. То есть, как все говорят тренеры по фитнесу, да, чтобы ходить в зал, чтобы был прогресс, надо ходить 3 раза в неделю. 2 раза в неделю — это на удержание, ну, на Мгм. поддержание формы. И здесь то же самое. То есть постоянство, только постоянство даст уровень. И поэтому, если говорят, Люк Литлер полчаса в день, ну, нет. Ну, не знаю. Мне кажется, это уже такое Мгм. заигрывание на самом деле. А что насчет, вот в рамках тренировки дома, можно ли как-то соптимизировать вот уделенное время, чтобы выжать из нее максимум? Что имею в виду? Вот, Питер Райт одно время, когда он готовился, по-моему, на чемпионат 24 года, давал интервью и сказал, что сейчас, к сожалению, там, в связи с каких-то там жизненными моментами и проблемами, даже если он стоит у мишени, он не может это назвать тренировками, а покидыванием несколько часов подряд. И в результате он как бы явно дает о себе взгляд, да, на тренировке, что можно просто кидать, и это никак не даст пользы, а можно другой подход сделать, когда ты действительно тренируешься и дает тебе каждая там минута какую-то полезность. И вот можно ли как-то в рамках тренировки оптимизироваться, чтобы
не все могут там 3-4 часа играть. Можно ли за час выжать максимум и что в этом случае делать? Который играет, конечно, понимает то больше, наверное. Я не могу сказать, что вот какая-то тренировка правильная, какая-то неправильная. Первое и важное, наверное, тренировка не должна быть нудной, да? То есть она не должна быть монотонной, она должна вам приносить какое-то а, удовольствие, да? То есть Мгм. если вы просто, знаешь, 3 часа кидаете двадцатку, да, окей, наверное, двадцатка у вас пойдет, Мгм. ну, только вам самим надоест это делать ежедневно, да. Поэтому в Казахстане зачастую времени вечно не хватает. Допустим, я уделяю там полчаса, час, да. Я реально играл в 501, просто, но большие игры там по 7 легов, с ботом просто. Многие говорят, да, 501 это не тренировки. Согласен, но двадцатку тренируют нормально и не скучно. Это важно. То есть Мгм. можно кидать тоже упражнения на двадцатку, но они поднадоедают. Я почему играю? Ну, просто это не скучно. Не Мгм. скажу, что это эффективно, сверхэффективно, потому что, честно скажу, для даблов это неэффективно. Мгм. Мгм. Потому что я такой человек, я дохожу с ботом играя, я дохожу до даблов, но у меня начинает нервоз какой-то. Ну, Мгм. это с этим надо Это всегда бороться, тогда, да. но да, и поэтому даблы ты не натренируешь. Двадцатку без проблем, двадцатка как будто бы тренируется. Поэтому тут, да, есть возможность, можно, да, упражнения, плюс потом игровая часть. А, это всегда во всех, опять видах спорта, да, игровая тренировка- это всегда: "Вау, мы хотим игровую". Почему? Потому что игровая- это интересно и не так физически, ну, а в случае дартса, наверное, больше, может, психологически Мгм. сложно. Потому что если мы тренируемся в каком-нибудь условном регби, да, там бегать надо, там что-то силовые упражнения, это тяжело. Игровая, ты применяешь полученные навыки, и тебе как бы весело. В дартсе это не совсем тяжело, это скорее вот тяжело, но из-за монотонности, да, то есть ты делаешь упражнения, тебе скучно, может быть, это у тебя может не получаться, да, нужно это делать, да, а потом у тебя игровая. И надо сочетать, и надо, да, найти тут баланс. Но когда нет времени, можно и покидывать полчаса, да, вот это тоже дает как бы тебе сохранить уровень. То есть лучше вместо того, чтобы там раз в 4 дня играть по 4 часа, лучше каждый день там по полчаса выделить, и это будет Ну, эффективнее. есть как будто бы, да, мнение, что да, постоянство должно быть, одну большую тренировку желательно тоже иметь все-таки, да, либо и тогда будет толк. Конечно, если приходить только на турниры, да, даже раз в неделю, ну, возможно, у тебя будет какая-то наигранность, но тот, кто будет кидать, допустим, каждый день и приходить на турнир, естественно, у него будет лучше, да. Ну, как минимум уверенности больше, да? То есть Да, то потом. есть он тренируется, у него получается, если он психологически еще нормально готов, то как будто бы должно быть лучше. То есть постоянство дает качество все равно. Количество переходит в качество, так везде. Но есть, да, вполне игроки, которые там, вот как наши друзья, да, которые приходят там в Шекспир, да, покидать, но они 3 раза в неделю они приходят покидать там по 2 часа они кидают, но не то, что прям интенсивно, но кидают. И есть определенный уровень. Но опять это уровень, вот ты сохраняешь какой-то свой базовый уровень, скорее Мгм. всего. Там прогресса особого ждать не стоит. Это в любом случае. А для сохранения, да, вот Мгм. прекрасно. Друзья, вы знаете, что у нас на текущий момент 3 лиги активные. Это АДЛ, КДЛ и АСДЛ. Мы также хотели бы анонсировать, если в вашем городе есть постоянно играющие активные дартсмены, и вы хотите запустить официальную лигу вашего города, то пишите по нашим номерам. Мы для вас можем под ключ организовать проведение вашей лиги с полным освещением на всех наших социальных сетях. А что насчет вот разминки? Мы все знаем, что в дартсе очень сложно получить травму, и в связи с этим те, кто начинает играть, они думают и пренебрегают разминкой. Насколько вот за свой опыт, да, карьеру дартса понял, что разминка это все-таки нужно или можно исключить его? Я тебе скажу, как спортсмен, не как дартист. Ага. Разминка важна. Всегда, да, это я Да, согласен, без потому спора. что тут, да, если ты прилетел на соревнования, залетел за 5 минут, как мы часто делаем, ну,
первые 15 минут непредсказуемость. Да, да. То есть оно может полететь просто. Иногда бывает, что вот это, как я играю, знаешь, с нашим Владом, одним из наших текущих Владу привет. топов, да. То есть его надо взять пока он еще холодный, да? Пока он не разыгрался, да. вот тогда есть шанс его там обыграть. Да. Потом уже сложнее, так как человек разыгрался. Да, полчаса разминки, то есть просто чтобы у тебя пришло постоянство, да. То есть ты можешь попадать, но мышцы холодные, и тут куда ты попадешь, неизвестно. Можешь попадать, можешь не попадать. Но в любом случае разминка важна. Ну, как разминку можно, да, просто ручками разогреть, как в любом виде спорта, ну и покидать. То есть не обязательно сразу кидать. Но потянуться надо, да. Травму ты не получишь, но разогрев должен быть. Да. Тут главное, есть еще такой момент, что не переразмяться, да. Потому что все равно дартс, как ты там час кидаешь, потом надо сделать перерыв. Ты можешь попасть вот в этот, когда ты перекидал, скажем так, а у тебя потом Не в летит какой-то уже. спад. Да, это вот у нас все по синусоиде, на самом деле. Летит, потом не летит. Это вот ты, наверное, сам знаешь, что играем одну игру, там, условно, на 6 легов, у тебя 3 лега, Всегда все, ты есть, да. король, потом Так. что-то где-то потерял, Да. потом опять нашел, если успел. Ну, разминка, да, разминка важна. Я пытаюсь всем детям, там, спортсменам доносить, что разминка важна, но пренебрегают, да, потому что это Потому что, неинтересно. да, неинтересно, скучно и нет выгоды. Но вот уже подтверждение, как минимум от Алексея, что есть смысл во время тренировок закладывать время на разминку, это раз, да, а второе это то, что стараться как-то структурировать свою разминку, чтобы на соревнованиях, когда времени очень мало, успеть сделать эту Да, разминку. да. На разминке это вот важно понимать, что, ну, многие, наверное, любят кидать упражнения, ну, дома, да, и вести там какую-то статистику, да. Ну, вот мое мнение, что результаты, полученные вместо разминки, давай я покидаю большой раунд. Ну, я так даже сам делал. Это как бы не твой показатель, неизвестно, что там ты кидаешь. Но, опять же, разминаться грустно, поэтому кидаешь какое-то упражнение. Что-то, Да. да. Мгм. Но ориентироваться вот на эти результаты, нет, это не твои результаты, это скорее так, ну, какой-то плюс-минус. Поэтому, с одной стороны, разминаться надо, с другой стороны, надо делать тоже, чтобы не было скучно. Ну да, Да, поэтому. как-то измерять, да? Но, может быть, есть смысл как-то это разделить, допустим, для наших новичков. Мы точно знаем, что во время разминки это очень непредсказуемая игра. Поэтому во время разминки, что бы вы ни делали, нет смысла это измерять, да? Ну да. А во время самой тренировки уже можно подключать какие-то упражнения. Ну, на самом деле, почему я кидал, допустим, для разминки большой раунд? Ну, потому что ты кидаешь все сектора по одному подходу. То есть у тебя 20 подходов, ну, ты тратишь на это минут там 10, условно, вот ты размялся, да. Считаешь, ну, это скорее просто чтобы не было скучно. Ты считаешь, прям. М, Пока что ты высокий результат не покажешь, как бы не особо не обращаешь внимания, но зато у тебя есть вот цикл, который ты должен откидать. То есть просто кидая, ты так только на время можешь ориентироваться. У тебя конкретно ты разминаешься, да. Такое-то, такое-то. И тут сразу можно сказать два, да, плюса. Один плюс это то, что есть какая-то вот рутина, в рамках которой ты вот мысленно фиксируешь, что есть разминка, галочка Мгм. поставлена, и человек уже в голове настраивается. Я сделал разминку, ему проще Да, вступать в бой, да, скажем так. А с другой стороны, дома привыкнув вот к этому, к этой длительности, да, или к этой интенсивности, и ты физически действительно готов, это мгм. тоже дополнительно помогает. То есть она двойную пользу имеет. Да, система, у тебя будет просто система подготовки к играм, да. Друзья, мы на текущий момент ищем дартс-дом в городе Алматы. Если вы являетесь владельцем паба или кафе, то мы хотели бы предложить организовать дартс-зону в вашем заведении для того, чтобы на постоянной основе проводить турниры и дартс-активности. Для того, чтобы это организовать, нужно место как минимум для 2 мишеней. Все детали можно будет получить по контактам ниже. Мы переходим к такой практической части нашего подкаста. Есть пару вопросов, которые хотелось бы разобрать в версии Алексея для новичков. Первый такой вопрос – это, Алексей, как ты делаешь разминку и почему? Два варианта у нас разминки. То есть, если я прихожу на турнир,
Это один вариант, да, то есть обычно, ну, это стандартно, на самом деле на турнирах нет ничего такого сверхъестественного, то есть рутина обычная. Кидаем сначала сектор 20, да, ну, можно центр кидать, то есть кто-то делает калибровку по центру, да, то есть кидает в центр, пока у него там центр не пойдет, центр пошел, все это. Кто-то просто кидает сектор 20, это вот, ну, я кидаю, вот обычно начинаешь, сектор 20, кидаешь какое-то время, ну, сколько-то там есть времени. И потом переключаюсь уже на даблы, на основные, да, то есть кидаешь там дабл 20, дабл 16, дабл 10, то есть, ну, такое основное, пробегаешься, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2 и 1, да, да? ну, вот такое. То есть, когда времени немного, ну, в основном так. А если дома, то есть перед тренировкой, да, разминка, ну, я иногда, опять же, сначала там кидаешь 20, а может сразу какое-нибудь упражнение, типа, например, 180, да, по кругу. То есть берем сектор 1, кидаем 3 дротика туда, берем сектор 2, кидаем 3 дротика туда и так далее. И иногда можно делать круг там даблов, но это если... Ну, это не очень правильно делать сразу на разминке. Просто это дабл это все-таки такой специфический элемент, который надо уже разогреться. Ну, вот в основном, если хочешь разминку конечную и конкретную, да, то есть тот же 180, это конкретно 63 дротика, да, в качестве разминки. Да, проходишь круг, все, после этого переходишь к упражнению уже как бы тренировочному. Такой простой процесс. Следующий такой вопрос хотелось бы разобрать. Как ты делаешь, ну, какие делаешь упражнения и почему они тебе помогают играть хорошо? Они не помогают играть хорошо, да? Судя по результатам, упражнения, но опять же, зависит от цикла подготовки, да, если я реально готовлюсь, да, я играю по упражнениям. То есть тогда у меня, смотря на что я акцентирован, да, если я, допустим, сейчас поднимаю набор, я кидаю сектор 20. Да, сектор 20 обычно, ну, как вот в моих циклах подготовки было, допустим, одно упражнение, это у нас 10 подходов на сектор 20, и так делаю 5 раз. То есть это вот конкретно упор на сектор 20, да, то есть 3-5 подходов, фиксирую там результаты, ну, не знаю для чего, но хотя бы так, для себя. Это когда я играю на набор. Если второй момент рутина, да, когда такой, нет соревнований, просто общий, делал когда-то несколько, как раз 180, но уже с целью группинга, да, то есть чтобы общую точность поднять, общую точность. Кучность. Да, ну, кучность, да. То есть именно чем хорошее это упражнение, что ты кидаешь 3 дротика фактически в одну точку, да, по всей мишени, но ты кидаешь 3 в сектор 1, да, целишься в утроение, вот туда кидаешь ты. Это твоя цель – собрать дротики в одну точку где-то на мишени, да, не обязательно в секторе 2. Это именно повышает общую точность. И третья часть упражнений – это на даблы. Конкретно на даблы. Тут много разных вариантов, то есть у меня одно из таких ходовых, я делаю, допустим, выбираю сектор 20, допустим, и я делаю типа 10 подходов, да, попал, 1-0 в мою пользу, не попал, 1-0 против меня, да, и вот так 1-1, 2-1, 3-1, да. Но при этом это в рамках подхода. В рамках подхода, да, то есть, соответственно, они в сектор, то есть попал в 20, перехожу на 10, то есть мне надо закрыть 20-ку, да. И, соответственно, вот такой получился результат. Если 5-5 кидаю решающий, да, типа золотого гола, как правило, проигрываю, потому что нервы, да, не понять откуда. Но вот такое упражнение часто делаю, да. Когда хорошо, у тебя там 7-3, хорошо, молодец, я закрылся так. Ну, то есть вот такой вариант, я это часто делаю, скажем так, на дабл. Другое, когда ты реально кидаешь, ну, вот как и 20-ку, то ты кидаешь все в сектор вдвоение 20. Ну, это такое менее интересное, честно говоря. Ну, бывает, да, кидаешь даблы. Иногда я так делаю. То есть все в дабл 20, сколько там попал за 30 бросков, да. Другой вариант, когда ты просто кидаешь 20, 10, 5. Ну, вне зависимости от того, куда попал, ты кидаешь дабл 20, дабл 10, дабл 5. Неважно, попал, не попал, вот такой подход. То есть я также так 32, 8... Ну, это что-то вроде 16, тренировки 8, переходов. Ну, это как просто даблы, только не в один. Ну, может, и переходы, они же подряд идут. Это как бы один, другой, третий. Можно так. Ну, у меня развлечение круг даблов, но это такое мазохистское развлечение. То есть, когда тебе нужно закрыть единицу,
Вот ты кидаешь сколько подходов, пока не попадешь, да. А то переходишь на двойку, тройку и так вокруг. Да. У меня... Ну и фиксируешь результаты, да. Если закрылся в сотню, уложился, молодец, да. Сотню подходов. Сотню дротиков, да. Не сотни подходов. То есть сколько подходов? 30 с чем-то. 33, да? У меня там лучший результат был чуть ли 50 за 50 с чем-то, но это прям совсем светло. То есть все, что ниже сотни, считается хорошо для меня. А булл входит? Да, булл входит. То есть бывает, ты закрываешься на 90 все, и потом на булле сидишь там 60 застрял. То есть это вот основные упражнения. Ну и опять в конце я, как правило, делаю игровую. То есть я играю с ботом там своего уровня, по зависимости от времени, до 6, либо до 7, то есть по много, если есть время. То есть такая просто полноценная игра, потому что без игровой мне скучно. Поэтому я стараюсь это быстро завершить все это и чтобы поиграть. Быстрее сыграть. И всегда это 501. Я только в 501 играю. Как бы это мой бзик, но я крикет не люблю, просто в принципе не люблю. И в основном играю 501, да. А что насчет короткой версии, например, 301? 301 нет смысла. С другой стороны, как бы, если хочешь потренировать закрытие, да, можно играть там 171, да, вот что-нибудь такое, 201. То есть 301, оно для игры лучше подходит, а так не то, не все. С одной стороны, и надо что-то набрать, и потом закрываться. Лучше сразу закрываться. Есть, кстати, на закрытие еще хорошее упражнение. Мы его с Беловым, по-моему, 60 назвали, да? Да. То есть, когда ты начинаешь с 60, и тебе нужно закрыть. 60, да, закрыл, на следующий раз ты уже плюс 10 накидываешь, ты закрываешь 70. Не закрыл, минус 1, 69. И вот, оно хорошее упражнение именно на выход на закрытие. То есть не столько даблы тут такой тонкий момент, но вот именно выход на закрытие, да, там 69 посчитать, там 19, там, если через булл закрывать. Вот это мне нравится тоже. Вот в период подготовки к турнирам, да, на это еще делаю. И здесь как раз есть возможность освежить в памяти именно таблицу закрытия. Запомнить закрытие, как бы так это. Вот эти подходы, да, ладно. Чтобы у тебя на автомате, ты уже, там у тебя осталось там 76, так, куда, чтобы ты не стоял, так думал. Нет, сразу в районе 20, там попал, не попал, сразу 76, 56, да, попал на 16, и так далее. Следующий такой вопрос, который хотелось бы разобрать. У каждого дартсмена есть своя техника. Постоянно совершенствуется, меняется и так далее. И очень хотелось бы, понятно, у каждого своя, кто попадает, тот прав, но все равно наблюдать интересно за тем, как дартсмены описывают технику, и всегда там другой дартсмен может какие-то элементы взять для себя в рамках тестирования и улучшения своей техники. Поэтому хотелось бы те детали, которые ты хочешь, раскрыть, рассказать в рамках своей техники. Да, без проблем, учитывая, что на самом деле у меня вообще не отвратительное, но не идеальное, совсем не идеальное, но опять же, вот если мы говорим про идеальную технику, да, то есть в эту сторону, конечно, то есть главное меньше лишних движений, да, то есть мы встали, у нас должно двигаться, вот оно только у нас предплечье, но это в идеале, да, то есть особенно когда без дротика вообще все идеально получается, то есть ты встаешь без дротика, да, вот у тебя это зафиксировано, отвел и вперед все прокинул, да, у тебя рука так свободно пошла. С дротиком так уже у меня точно не получается. То есть у меня вот это движение, когда я кидаю дротик, во-первых, кисть не свободная, да, получается. И уже вот она идет пауза, и рука даже не вытягивается. Но это как бы, это индивидуальная техника, да. То есть уже получается немножко кривенько. Мы как бы стремимся к идеалу, да, но то есть в идеале все тело зафиксировано, рука стоит, и вот одно движение, да, и вытянул. Главное, в конце вот это вот follow-through, да, оно называется, то есть даже в любом виде спорта вот это вот, что ты ударил по мячу, да, и у тебя должна нога идти за мячом. На нашем случае рука, да, то есть она продолжает движение. Почему, собственно говоря, у дартистов и получается вот это вот вперед. Это, собственно говоря, follow-through. Куда ты пошел уже после броска, на самом деле оно уже не особо-то влияет, но это дает тебе вот направленность скорее твоему движению. Даже, я вспоминаю Роба Кросса, да, он же кидает, он вообще одна нога туда ушла, но все направление вперед. У меня, знаешь, эта проблема, наверное, возраст, вообще не гибкий, и поэтому у меня идет как бы отпускание. Я вот здесь, в этом месте где-то отпускаю, и рука не разгибается
Вот Так и это остается. как раз проблема, ну, скорее, гибкости, да? То есть Ага. натуральной гибкости. Ага. То есть если бы был, может быть, помладше бы начал, было бы лучше, но у меня... И поэтому рука останавливается. На самом деле, вот она не разогнулась. То есть кто-то смотришь, кидает, вот он полностью разгибается. Такой вот, как это сказать, Элемент. это элемент, да, это как она у нас, не биология, Анатомическая, да, проблема. Ага. И поэтому, да, вот даже если мы смотрим, в лучшем случае, если помню, продолжил, да, в идеале, вот рука у тебя кинуться в таком положении. Особенно те, кто красиво начинает вовремя тренировать технику, Да. себе девушке не нравится, вот так вытягивая прям это. Мгм. Ну, наша цель, да, продолжить, и хорошо. Момент, который хотел сказать про ноги, то есть встаем, ну, как бы правильно стоять боком, да, как, ну, кто-то встает прямо, ты, Лежан, например, если стоишь прямо, не проблема. То есть у меня техника сбоку, вообще, говорят, перенос центра тяжести на переднюю ногу. Я стою, ну, это вот как раз особенность, я стою на двух ногах. Ты тоже стоишь на двух ногах, Да. другой по этой. Когда я раньше стоял на одной ноге, то есть я раньше стоял вот так. То есть одна нога, и это, ну, то есть 70% здесь, 30% здесь. Мгм. Уставал. То есть реально болела нога, и поэтому в какой-то момент было, может, неудобно, но я встал на две ноги, и сейчас я просто стою на двух ногах. То есть я не... При этом есть небольшой наклон туловища вперед, да? О, ход. Ну, наклон в любом случае идет вперед. Ну, чтобы у тебя... Это опять вопрос к follow-through, да, это направление. То есть ты передаешь, и как бы не заваливаясь туда, но у тебя все равно боком, чтобы тебя тело... При этом положение туловища не меняется, если ты целишься дабл 20 либо дабл 3. Или все-таки есть давай корректировки? посмотрим. Ну, то есть смотри, если... Ну, у меня... Ну, наверное, все равно опускание идет. То есть если я кидаю чуть вверх, сюда, ну, чуть-чуть меняется. То есть кто-то даже советует, знаешь, когда кидают трипл 20, а на дабл, так, знаешь, чуть вздохнуть и стать чуть выше. То есть приподнять себя. Ну да, наклон, все равно тело идет. То есть ни одной руки, ну, скорее, я бы сказал, наверное, то есть если я кидаю 20 сюда, если это, ну, идет, да, наклон, все равно идет тело. То есть если я кидаю нижний сектор, Ну и, соответственно, если приходится бросать на сектора, допустим, дабл 6 либо дабл 11, то туловище тоже поворачивается. Да, я не перехожу. Нет смещения, да? Нет смещения. Ну, сейчас я уже не меняю. Не помню, раньше делал или нет. То есть я корпусом не перехожу так, чтобы опять в центр встать. Может быть, это неудобно, но просто не теряю на этом времени. В этом проблема. Касаемо хвата, значит, я хват поменял. То есть я менял, не знаю для чего. Скорее, это так, не новомодность, посмотрел, как берут. То есть у меня изначально был хват как ручку, да? Популярный самый хват. Популярный, но дело в том, что ручку я так не держу. А ручку я держу вот так, собственно говоря. То есть я перенес, получается, между пальцами поставил. В какой-то момент поменял. Стало лучше? Да не знаю, честно говоря. Ну, может быть, стало, но... У меня вообще полет, если мы смотреть полет дротика, он меняется. Одно время его сильно заносил, сейчас летит довольно-таки ровно. Почему происходит? Ты вроде технику особо не меняешь. Но почему-то происходит. У меня еще... То есть, если мы спорим Гэри Андерсона, например, он его поставил, и нет у него движения назад. Да. То есть он кидает отсюда. Ну, он до очков и дальше. Он вот так спустил отсюда, и отсюда кидает. Ну, я так не могу. То есть я ставлю впереди и веду назад. Одна из проблем, да, что лицо иногда задеваешь. И либо плечом. У меня чаще даже плечо. Ну, сейчас кидаю вот более-менее. Но это настолько индивидуально, поэтому проблем в этом нет. Главное избавиться от движений лишних, да, чтобы ты вот так ходуном не ходил. Ну, есть примеры, конечно, кто и так закидывает, да, шотландцы, да. Кто-то, по-моему, из шотландцев так это. Был, да. То есть прям вот это движение. Ну, вот лишние движения лучше убрать. То есть все-таки ходить должна быть одна рука. Чем меньше лишних движений, тем
лучше качество, потому что у тебя нет вот этого разброса, да, случайного от твоих движений. И зафиксировать ноги, зафиксировать и кидать вот одной рукой. Да, в этом, собственно говоря, цель. Это база как бы. А вот как у тебя красиво или некрасиво будет рука, ну, это зависит, да, действительно от анатомии. То есть в идеале, да, ты кинул, и рука смотрит туда, куда кинул. Да, это просто базовая техника. То есть если ты всех дартистов посмотришь, да, они вот рука, там, Ван Гервена, красиво, да, выгибается у кого-то. То есть это тоже направление. А что насчет плеча? Вот это частая проблема, когда мы проводим обучение для новичков, у них именно проблема в том, что при броске вроде все правильно, они начинают плечом, либо поднимается плечо, Ну, либо как будто плечом доталкивается. да, это Как у надо тебя? специального движения, то есть у меня прям резкого как бы нету. Все-таки я уже за много лет просто зафиксировал, что у меня вот. При этом намеренно ты плечо не поднимаешь, правильно? Потому что он лишний раз будет уставать. Ну, нет, намеренно нет. То есть идея все-таки, вот есть все равно идеального нету, что она у тебя даже вот при плече будет стоять. Нет, ты просто ведешь, она у тебя опустилась и кинулась. То есть плечо не работает. Все-таки работает рука, локоть, часть. Друзья, если вы хотите принять участие в серии подкастов «В точку», пишите по нашим номерам в соцсетях, обращайтесь. Будем рады новым гостям для того, чтобы еще больше популяризировать дартс, немножко рассказать интересные моменты и в обучающем виде для новичков познакомить с дартс. Это была база. А что бы ты хотел из таких лайфхаков рассказать, которые, может быть, не относятся к базе, но ты у себя галочкой ставишь, что так, вот это я сделал так, и это тебе помогает стабильнее бросать? Ну, на самом деле, все какое-то по наитию. Я не скажу, что есть прям лайфхак. Во-первых, я тебе скажу, я не целюсь. Я не целюсь, как многие делают. Так, нам надо сопоставить вот это с вот этим. Какую-то часть дротика или Да. пальцы, да? То есть кто-то. Я не целюсь. Если ты мог заметить, у меня дротик сейчас сбоку. Я специально ничего не сопоставляю. Мгм. Но при этом попадаю, видишь? Но не 180, но рядом, да. Вот, то есть, Очень видишь, вкусно. фактически не целясь, но неплохо. Если вы видели, как кидает Калин, вообще рука сбоку, да, и он кидает и попадает. Я специально не целюсь, нет. Хват, ну, желательно держать плотно, да, и иногда вот, чтобы у тебя все-таки дротик не болтало. То есть это тоже важно, вот это я стараюсь. Ну, как бы отпускание, ну, когда отпустил красиво, да, молодец. Вот на это как бы специально это вроде как, ну, сложно натренировать, но чувствуешь иногда, вот тут хорошо отпустил, да, рука пошла. Поэтому есть такой момент. Еще совет не менять каждый день. То есть неделю помучились, скажем так, ходили, все-таки надо остановиться на чем-то и пробовать. Я пытался менять техники, честно говорю, неделю там пытался кидать вот так-то. Потом пытался кидать вот так-то. Я даже какие-то соревнования, честно говоря, я уже не помню, что точно делал. То ли без размаха кидал. Ну, прям пытался на этом сконцентрироваться, но все равно в итоге вернулся в свою обычную технику, потому что в ней комфортно. То есть тут нет же правильно, неправильно. Вот комфортно кидать, ну вот так и кидаешь. Чуть-чуть перекорежил, да, если у тебя это стало комфортно, ну ты, скорее всего, это сохранишь. Но прыгать вот каждый день, ой, все, в этой технике у меня сегодня не получается, пробую вот это. Ну, иногда бывает, что у тебя вроде сначала хорошо, а потом опять все падает, и думаешь, ну, блин, опять не то. Но прыгать с одного на другое как будто бы особо смысла нет. То есть конкретно поменял, вот решил, вот все, кидаю вот так вот, и на это перешел. Год покидал, вот тогда, да, 10 выводов. А каждую неделю даже, ну, скорее всего, не привыкнешь просто-напросто. Вот в этом проблема, да, если ты хочешь поменять технику, должен к ней привыкнуть, на это нужно время, а ты хочешь быстрого результата, а быстрого результата нету, и в итоге все. Человек Дарт надоел. Да, понимаю.
Может быть, какие-то есть советы для начинающих дартсменов? На первое дело это не сдаваться, пробовать, а что-нибудь от себя такого. Знаешь, первое дело, да, это кидать, кидать, кидать. Чтобы это было в кайф, это важно. Ходить на соревнования, на самом деле. И играть сильными игроками, это нормально. Даже когда мы играем в какой-нибудь онлайн, нас бьют по носу, ну да. Но, в принципе, если будете ходить в общество, будете в этом крутиться, начнете получать удовольствие просто от игры, да, это важно. А потом уже придет результат. То есть главное, ну, действительно, не закрываться, не делать, что я тренируюсь, вот когда я буду там подготовлюсь, наконец-то у меня будет набор 100+, я пойду всех побеждать. Ну, нет, не будет, да, это нужно вступать как бы в игру, как только чувствуешь, что в принципе понял игру, могу кидать, могу иногда хорошо кидать. Но это опыт, это игровой опыт, только он дает прогресс на самом деле. То есть, да, технику ты наставил, но одному ж игра, как это, сам собой, но к чему, зачем? Да, да. Поэтому кидать, ходить играть, приходить к нам, играть с нами, нас выигрывать. И не так это сложно, то есть мы не Люк Литлер, да, то есть если ты ставишь себе задачу играть как Люк Литлер, ну да, это сложно выполнимая задача. Если ты ставишь задачу играть на нашем уровне, ну это проще гораздо и, Достижимо. Да. конечно, достижимо. То есть пусть мы будем расстраиваться, если вы придете нас выиграете, но а мы будем рады, Будем наоборот. только рады, да, Да. это правда. Друзья, мы хотели сразу с первой серии завести такую небольшую традицию, дарить небольшие памятные такие сувенирные подарки для наших активных зрителей. И как это работает? Механика в том, что вот готовим такой подарок. На этот раз это такой небольшой удобный футляр для дротиков. Зачастую, когда вы покупаете набор дротиков, туда не входит чехол. Поэтому часто бывает такое, что как-то приходится новичкам ухищряться и искать, как это все хранить безопасно, чтобы не повредить там одежду, сумку и так далее. И чехол на начальном этапе может быть для вас полезен. Поэтому для тех зрителей, которые оставят самые интересные комментарии в ответ на вопросы нашего сегодняшнего гостя, мы выберем и на следующей серии, уже выделяя этот комментарий, вручим и отправим этот подарок. Алексей, какой вопрос ты бы хотел задать нашим зрителям? Это такая тема интересная, когда закидывают 180 Мгм. и всегда начинают фотографировать. Мгм. И вопрос в том, на каком 180 вы перестали фотографировать? О, классный вопрос. Да. Потому что у меня тоже, я пролистываю свои фотографии, там много 180, 180, и все. Теперь пропало, теперь я уже не фото. И 180 продолжается, но фоток нет, да? Да, Есть, уже да. нет. Недавно, кстати, наш Крис фотал, говорит, первый 180 на этом. Это первый был? В игре, О, ну, именно в игре. в игре, А, в игре, кинул. да-да-да, в игре. В Шекспире так это он. Мгм. Ну, вот это такой вопрос. Но это он уж не для новичков, да. Мгм. Окей, Ну, хорошо, да. нормально, да. Вопрос больше, да, наверное, для тех, кто играющий, но Ну, а что? для неиграющих, когда вы перестанете фотографировать 180? Как вы думаете? Да. Сколько нужно попасть, чтобы перестать им восхищаться? Да-да, есть такое. Ну, 180 это такое красивое число в дартс, поэтому я тоже помню по себе, 180 я снимал все, первую тоже помню, у меня сохранено отдельно распечатано в альбоме. Может быть, в одном из серий покажем это, и там даже дата есть, но в какой-то момент, да, перестаешь все-таки. Но отдельно, знаешь, момент это то, что 180 на тренировке, да, их больше намного, они есть, и другой момент это в игре, это всегда сложно. Ну, Вот да, 180 да. это, кстати, отдельный миф, о котором хочешь сказать. Вот постоянно есть приколы, да, нарезки, видео нарезки, когда человек бросает, попадает первым дротиком, потом попадает вторым, и третьим уже происходит какая-то непонятная магия, и там где-то там дротик там вылетел из окна, еще что-то, ну, так, юмористически, да, подмечает тот факт, что на третьем дротике человек, который 180 не делал, начинаются какие-то непонятные внутренние процессы, и попасть уже точно нереально. Поэтому здесь, наверное, совет для тех, кто еще не сделал свои первые 180, это бросать сразу, не думать, да, не останавливаться Да, и вот не переживать, что там ведь попадете, не это попадете. зачастую, как сказать, в дартсе иногда важно не думать. Да, да, Есть есть. такой момент, да. Кинув не думая,
попасть реальнее, чем остановиться и подумать. Это вот в решающих бросках, да. Ну что ж, мы сегодня очень плодотворно побеседовали с нашим гостем Алексеем. Отдельно прошлись по истории становления дартсмена, спортсмена. Отдельно разобрали популярные мифы в дартс для того, чтобы новичкам проще было начать играть. Ну и третьим блоком мы разобрали упражнения, лайфхаки и какие-то дополнительные советы от уже бывалого спортсмена для новичков, чтобы вам быстрее можно было прогрессировать. На этом хотелось бы сказать заведению, нашему партнеру Гастриту, спасибо за предоставленное место для того, чтобы мы смогли отснять этот материал. Отдельное спасибо нашему гостю Алексею, который сегодня в дебютной серии нашего серии подкастов согласился принять участие, поддержал это начинание. Я думаю, в будущем мы также продолжим искать новых интересных гостей и рассказывать больше о дартс, чтобы популяризировать этот вид спорта здесь, в Казахстане, в СНГ, чтобы больше людей подключалось. Спасибо, до скорых встреч.